эпизод. Сегодня мы будем готовить сказочный хорезмский плов. Тут у нас есть морковь, черный изюм, хорезмский рис, зира и, конечно же, у нас чеснок. Да, как будем готовить плов, да? Так, мы разогреем первоначально масло и туда добавляем рис. До золотистого цвета будем ее жарить. Какие сектора здесь больше нанимают людей? Это самое первое. Какие секторы? Вот, авиационный сектор, ритейл сектор, real estate сектор и сервис сектор. Это сектора, которые вот, одним словом, обслуживающие сектора. Например, есть продавцы в моллах больших, есть, например, идет большой рекрутинг, идет в авиакомпании. Еще не только в Emirates, в Etihad, в Air Arabia, еще есть и частные авиационные компании. Сколько авиационных компаний здесь? Здесь больше 20 есть, так как здесь есть и маленькие авиакомпании, которые обслуживают частные самолеты, которые вот сажаются в Дубае, в Etihad, там еще и другие компании, да? Да, другие компании. Но изначально для того, чтобы туда попасть, я вот советую, да, вам прийти как в турист-виза. Когда придете турист-виза, нужно ходить в Emirates Mall, в Dubai Mall, все моллы, которые здесь есть, и раздавать свой CV, потому что в магазинах, да? В магазинах. Те, которые наши ребята из Средней Азии, да, они делают то же самое, приходят, раздают свой CV, и есть моменты, когда у них все это благополучно получается. Что там, критерий какой? Критерий? Знать язык? Знать русский, английский. Это самые языки, которые востребованы от среднеазиатов. Так как мы оттуда и, например, если знаешь только английский, тоже окей, но ты не будешь настолько конкурентен, насколько другие, которые знают оба языка. А опыт работы спрашивают? Опыт работы они сами научат. Научат, без опыта работы? А так, если у тебя даже опыта нету, это самое главное. Ты должен что-нибудь, не то что что-нибудь, ты должен сказать, что у меня опыт есть. Никогда не говори нет. Здесь нет не любят. Вот в рынке ОАЭ слово нет никто не любит. Чтобы отказать, да? Или когда сказать, не то, что вот, скажем, ты можешь отказать, сказать нет, но когда тебя спрашивают, ты можешь сделать, ты должен сказать да. Почему? Тебе дадут 2-3 дня, может сказать, или даже неделю дадут. Но у тебя за это время есть научиться позвонить кому-нибудь, кто знает. Друзья, очень хороший совет дал сейчас Бекзат. Надо тогда прийти, сам походить по моллам, да, по магазинам, да, раздать. С кем они должны там разговаривать? С менеджером магазина или хозяином? Да, в каждом магазине есть старший супервайзер. Сейчас именно те сектора, которые я вам сказал, которые больше нанимают, платят около 4000 и чуть не больше 5 или 6 тысяч дирхамов. Начально они могут платить вам 3,5-4 тысячи дирхамов. Около $1000, да? Около $1000 будет варьироваться ваша зарплата. Плюс что есть там? Accommodation есть. Да, accommodation вам дадут. Accommodation это называется, вы можете, крыша над головой одним словом. Это они сами организуют. Они дают bed space или как? Bed space. Sharing, да? Да. Вам дадут sharing room. Bed в плане того, что у вас будет кровать, на которой вы будете лежать и спать. Вам дадут, будете жить в компаунде, где есть джим, где можете приятно провести время. Но в процессе всего этого нужно, если уж пришли в эту страну работать, и если даже уже нашли, не надо спешить уходить оттуда. Сначала нужно отработать по контракту. 2 года контракт дадут вам. По контракту я сейчас хотел спросить, да. Например, они согласились на принять. Прямо с туристической визы мы
поменяем на Emirates виза, да? Да, Что? да. Рабочая виза. Этот, Или как? этот, Они оплачивают все Да. процессы. этот самый процесс, как бы сказать, является всего лишь однодневным или саму визу готовят они сами, так то учреждение, которое вас наняло, она сама берет ответственность дать вам резидентскую визу. И когда это наступает, вам говорят, вот у тебя билет, чтобы выйти из этой страны всего лишь на пару часов, вот, например, можете выехать в Катар, нет, уже не в Катар, Оман. конечно, в Оман или в Бахрейн, куда угодно, куда они вам скажут. И в момент обратного вашего приезда уже в системе есть ваша резидентская виза, а потом они вам временный entry дают, вы приходите в свое учреждение, даете свой паспорт, и они сами приклеивают резидентскую визу. Потом мы с ними контракт делаем. Да. Рабочий контракт. Но это уже после рабочего контракта. После рабочего контракта. Да. В контракте что написано, Так. как ты сказал, что надо 2 года отработать или... 2 года отработать. Так как они обезопасивают тебя, так как они уже организовали все эти Расходы, да? расходы, и вам и дом, и транспорт, и все остальное. И поэтому они тоже умные ребята, они не первый раз нанимают. Вы, если идете на работу в те сектора, которые я вам говорю, это не значит, что я там работаю. Я работаю в хорошем секторе, но почему я вам описываю эти самые секторы? Потому что нанимаемости больше в этих секторах. И волатильности тоже много. В плане того, что вы не потеряете свою работу, вы наоборот получите. Но сами же люди, те, которые получили работу, они хотят по-быстрому уйти туда. Вот из-за этих волатильных моментов они сами себя обезопасили так, что вы должны в течение 2 года отработать свой контракт. Тогда в этом секторе есть утечка. Да. Быстрая. Да. От этого они контракт делают, что если, например, я рано ушел от этого работы, Да. не год, а год, например, поработал, какие у меня будут проблемы или... Если уже отработали свой год, вы... В контракте Да. 2 года написано. 2 года. Это уже называется breach of contract. Вы должны, прежде чем подписать, вы должны все это прочесть, для того, чтобы там в контракте написано будет ваши привилегии, и где-то около последних 2-3 страницы, скорее всего, там будет написано breach of contract, conditions of breach of contract, где будет описано последствия того, что если вы откажетесь, или если вы хотите уйти с работы, так как они могут отнять у вас резидентскую визу, они могут у вас blacklist сделать на пару лет. Тогда заранее надо Да. прочитать. Вызубрить контракт. Это самое главное. Друзья, если вы собираетесь на эти сектора, ищете работу, тогда сперва, если они согласны вас принять, прочитайте договор. Если этот договор вас устраивает, потом вы можете подписать и начать процесс визы оформлять. А если в контракте есть пункты, которые вас не устраивают, можно ли изменить контракт? Нет, невозможно. Потому что на ваше место там уже здесь стоит. Все тогда. Контракт не можно. Тогда другой работы ищите, но там можно за месяц, наверное, найти, да, работу. Вот Или как? Зависит от сезона. Летний сезон немножко Мертвый сезон. Мертвый сезон. Лучше вам приезжать в тот самый, когда они составляют бюджет на год. Это у нас начиная с февраля, начиная с января, ну, скажем, февраль, март, апрель, май. Вот в эти моменты все компании составляют свой бюджет на следующий год и говорят, вот именно в эти моменты Начинает нанимать. Начинает нанимать людей, а? Да. Все, супер. Ну, примерно еще я вас такую хочу вам дать совет, прежде чем вы сюда придете, да? Есть форумы, где можно найти отзывы, отклики от ваших сограждан, соотечественных, которые уже там работают. В Так что этом магазине, да? Да, Или...
в этой этом области, сфере, в да. этой сфере. Вы можете пойти в LinkedIn. Вот у нас сейчас куриная грудка подходит к такому моменту, да, скажем так, первоначальное поджаривание. Она, конечно, еще не готова до той степени, на которую хотелось, чтобы я добавил морковь. Но, что я буду сейчас делать, она будет сама готовиться без моего участия. Сейчас у нас примерно Килограмм мяса там. килограмм мяса. А я тут добавляю около килограммчика моркови. Я почему добавляю чуть-чуть побольше, но по идее 1 килограмму мяса нужно где-то 800 грамм моркови. Но здесь добавляем много, чтобы она получилась более объемно и более вкусно. Потому что мягкость в плове мы получаем только от моркови. А аромата мы получаем от зыры. Вот она, зыра называется. Бекзат, Да. мы сказали, что можно найти работу, если мы придем сюда с туристической визой и поищем работу в Да. компании. А можно ли, не приезжая сюда, найти работу? Есть такие тоже моменты, есть, но ваш обзор и масштабность действий и поисков будет ограничен. Почему так? Когда вы приедете сюда, вы не только будете искать работу в той области, в которой вы хотели, вы изначально думали, но в процессе общения, face-to-face контакт с людьми, которые знают дело, они могут вам подсказать, где есть более хорошие. Раньше, да, вот пару минут назад, то, что вот, когда подогреете лук, она даст коричневый оттенок самому мясу и самой блюде. И вот у нас как раз таки является вот тот самый коричневый оттенок. Вот. Это от лука, да? Да, это от лука у нас идет. Вот у нас. Вот если видите, да, сейчас мясо стало немножко резиновым. Почему она стала резиновой? Потому что ее поверхность и внутренность уже поджарилась. Остается еще дожарить ее, чтобы... вот уже она начала рушиться, да? Все. Значит, пора добавлять желтую морковь. Вот первый этап. Вот второй. Оп, все, больше не надо. Какой уровень английского хватает, чтобы найти здесь работу? Можно сказать, intermediate будет хватать здесь, потому что... Проще, как сказать? Проще, вот, например, тот самый уровень, когда вы можете купить, вы можете жить, вы можете находиться и находить общий язык, а это нужный, самый такой первоначальный нужный уровень. А продавцу какой? А суперпродавцу, который делает комиссионные миллионами, английский должен быть супер, на самом advanced уровень. Английский мы понимаем, под знанием языка мы думаем, что вот hi, hello and goodbye. Нет. Есть, вот я буду общаться сейчас на английском. For you to actually speak English in advanced way, you have to have a very big vocabulary. You should not end your learning. You should not end your journey in learning language. You have to add as much as knowledge to your brain from the moment of actually coming here and till the end of life. You have to keep on learning language. So any language is vast, and it has, for a person who's in retail, he has to actually know, I don't know what's the count though, but he has to know a lot of words.
because he has to describe an item he has to describe the item that he wants to sell in various ways. But if you are going to just repeat the same words, the person who is going to buy, he won't be interested because you are not a good seller. Является самый ответственный момент готовки нашего замечательного блюда. Я сейчас добавляю черного изюма, который, как я и говорил раньше, добавляю сладкого вкуса. Это соль, да? Это у нас соль. И я соль добавляю как бы 4 чайных ложки, потому что в момент готовки риса она впитывает всю воду. И когда она впитывает всю воду, немножко недосолено остается. Она недосоленная, это будет нравиться. Ну, в зависимости. А это у нас зра. Почему я так делаю, чтобы вода быстрее испарилась. Вода будет быстрее испаряться, когда она будет нагреть. Сейчас у нас на очень высоком огне. Мы будем ее парить около 2. Не то что 2, а на уровне. Если у вас газовая плита, нужно, чтобы она горела таким сильным огоньком. Сильный огоньком, так как это самая такая малая подача энергии. А в нашем случае это у нас электрическая плита. Думаю, что у нас 3 здесь подходит. Мы сейчас на максимум поставили. Почему мы ставим на максимум после добавления риса? Это чтобы быстрее вода испарилась. И когда мы снижаем температуру? Да, когда уже на глаз мы увидим, что большая часть воды испарилась. Сейчас что я буду делать? Мы хотим, чтобы плов получился пловом, да? Для того, чтобы вода не падала обратно в казан, мы просто оборачиваем маленьким полотенцем, да? И вот так вот закрываем. И вот она закрыта, будет тушиться. И температуру минимум ставим. Да. И газовая энергия от газовой плиты должна быть минимальной. На сколько минут ставим? На 40 минут будем ставить, чтобы лишние, в основном ставить на час, но в нашем случае 40 минут хватит. А чик-чик-чук называется, когда вот свежий огурец, помидор, еще и петрушка, укроп должен быть. Сколько надо здесь зарабатывать, чтобы хватило? Это, конечно, вопрос абстрактный. Но если с точки зрения простого человека сказать, вам будет хватать и 5000 дирхамов. Ниже 5000 дирхамов, скажем, минимально это 4000. Когда компания платит accommodation, да? Да. Accommodation, это после этого 5000 Да. дирхам? Да, 5000. Но я почему 5000 говорю, потому что в нее уже accommodation входит. Входит, да? Если входит. минус accommodation? Это примерно будет 3000. 3000.